В маленьком городке, окруженном зелеными холмами и цветущими садами, жили две сестры — Лена и Катя, которые были неразлучны с самого детства. С самых первых дней их совместной жизни они вместе играли, учились и делили все радости и печали, становясь не только сестрами, но и лучшими подругами. В их доме всегда царила атмосфера тепла, поддержки и взаимопонимания. Лена с детства была мечтательной и романтичной девочкой, страстно любящей книги и природу. Она проводила часы, читая свои любимые сказки под огромным деревом в саду, а Катя с Нету, прагматичной и решительной, всегда стремилась сделать все наилучшим образом. Их характеры дополняли друг друга, и эта взаимодополняемость создавала идеальную гармонию в их жизни. Когда обе сестры стали матерями в один день, их счастье достигло новых высот, наполнив их жизни еще большим смыслом и радостью. Лена родила мальчика по имени Макс, который с первых дней своей жизни стал источником радости для всей семьи. Малыш всегда улыбался, и его смех был как мелодия для ушей близких. Катя, в свою очередь, стала матерью Ильи. Его появление также принесло свет и улыбки в их дом, ведь мальчик с первых дней радовал всех своим добрым нравом и искренними улыбками. Сестры были счастливы и полны любви, и их семьи стали проводить много времени вместе. Они организовывали совместные прогулки, праздники и вечерние посиделки, что укрепляло связь не только между ними, но и между их детьми. С каждым этим мгновением создавались незабываемые воспоминания, будто каждая из них стала пленкой их общего фильма жизни. Прошло 5 долгих лет, и в жизни обеих сестер произошел неожиданный поворот, который навсегда изменил их судьбы. Однажды, во время семейного праздника, когда они собрались вместе в кругу близких и друзей, разговор зашел о детях и их достижениях. Лена и Катя начали вспоминать, как проходили их роды, и делились забавными моментами, как Лена смеялась, когда ее медсестра по ошибке принесла ей не ту соску, и как Катя с неожиданным испугом услышала первый крик своего сына. Внезапно одна из них заметила, что у сына Кати, Ильи, есть родимое пятно на запястье, точно такое же, как у Лены. Это вызвало неподдельный интерес и удивление, и они решили проверить документы о рождении своих сыновей, чтобы выяснить, действительно ли это так. Каково же было их удивление, когда, сопоставив записи, шок и недоумение охватили обеих, заставив их замереть на месте. Оказалось, что их дети были перепутаны в роддоме, и эта неожиданная правда перевернула их представление о семье и материнстве. Лена и Катя не могли поверить в то, что произошло. Они обменялись взглядами, полными растерянности и удивления. Как такое могло случиться? Они не задумывались о том, что все эти годы воспитывали сыновей друг друга. Вместо того, чтобы погрузиться в негативные эмоции, сестры решили разобраться в ситуации. Они встретились с врачами и работниками больницы, чтобы выяснить все детали произошедшего. В процессе общения они поняли, что ошибка была случайной и что никто не хотел причинить им боль. Это помогло им успокоиться и осознать, что их сыновья были счастливы и абсолютно здоровы. Понимание, что все было не столь драматично, добавило им мужества. Лена и Катя обменялись мыслями и, сидя с чашками чая в уютной гостиной, решили, что не будут разлучать детей. Вместо этого они начали проводить больше времени вместе, чтобы позволить Максу и Илье познакомиться друг с другом и стать настоящими братьями. Это было не просто возвращение к нормальной жизни, это было новое начало. Сестры организовали совместные игры на свежем воздухе, поездки в зоопарк и пикники. Они часто уходили в походы, где вдыхали свежий воздух и играли в различные игры. С каждым днем их связь становилась крепче, и они начали воспринимать эту ситуацию как возможность для укрепления семейных уз. Появление двух братьев не только обогатило жизни сестер, но и подарило им возможность вновь стать детьми, вспоминая, как они когда-то радовались каждой мелочи. Спустя какое-то время Лена и Катя поняли, что их отношения стали еще более глубокими. Они стали поддерживать друг друга не только как сестры, но и как матери, которые теперь делили важные моменты в жизни своих сыновей. Вместе они справлялись с трудностями,
смеялись над забавными ситуациями и радовались успехам своих детей. Их жизни продолжали стремительно меняться, но теперь они могли сталкиваться с любыми трудностями, зная, что рядом есть человек, который всегда поддержит. Сонные летние вечера, проводимые за рассказами об их детстве, стали для сестер тихими островками, где их сердца наполнялись теплом и радостью. Они делились своими переживаниями, надеждами и мечтами, обмениваясь мудростью недавних, но уже полноценных матерей. Теперь, смотря на Макса и Илью, они видели, как их дети становились не только братьями, но и настоящими друзьями, которые вместе проходили через все испытания. Лето вскоре подошло к концу, и осень окутала их город оранжевыми и золотыми листьями. Так, несмотря на неожиданный поворот судьбы, Лена и Катя стали еще ближе. Их сыновья росли, зная, что у них не только мама, но и настоящая семья, полная любви и поддержки. Они без колебаний отправлялись на исследования в ближний лес, собирали шишки и искали грибы, а потом вечерком с удовольствием просматривали фото, на которых запечатлен каждый новый момент их непрерывного радостного существования. Это история о двух сестрах, которые, несмотря на трудности, нашли способ укрепить свою связь, стала для них настоящим уроком о том, что семья — это не только кровь, но и любовь, понимание и поддержка. Как и в каждом настоящем семейном фильме, их путь не обошелся без мелких недоразумений. Иногда возникали споры на тему, кто лучше готовит, а иногда сестры забывали, кто должен был забрать детей из школы. Но все это лишь добавляло обычной жизни особого колорита. Однажды, когда братья собирались устроить соревнования по ловле бабочек, Лена и Катя решили поддержать их креативную инициативу. Они сделали оригинальные призы, медали из картона, разрисованные яркими красками, которые стали знаком их дружбы и взаимопонимания. Вместе с детьми они провели целый день на природе, ловя ярких созданий и делая незабываемые снимки. Сидя у костра, они делились шутками и наблюдали, как огонь танцует на ветру, наполняя вечер теплом. Так день за днем, неделя за неделей, их связи только крепли. И когда через несколько лет они решились сделать семейный отпуск, у всех возникло множество идей о том, куда отправиться. Лена предложила поехать к морю, а Катя — на горнолыжный курорт. В итоге они решили, что каждый год будут меняться местами, чтобы удовлетворить желания обеих семей. Эта дружба, завязавшаяся сначала на пустом месте, превратилась в настоящую крепость. Теперь, оглядываясь назад, Лена и Катя понимали, что за эти годы они не только стали лучшими матерями, но и укрепили свою связь, построив настоящую семью, которая могла бы перенести любые нестабильности жизни. Все, что они проходили, создало уникальное и неповторимое единство, которое никто никогда бы не разрушил. Именно эти моменты были важны для их детей. Макс и Илья понимали, что у них есть не только матери, но и целая команда любви и поддержки. Они росли вместе, как настоящие братья, знали, что могут положиться друг на друга, и если кто-то из них попадет в затруднительное положение, второй обязательно придет на помощь. Это история о двух сестрах, которые однажды начали как просто девочки, выросшие в крепкую семью из детей, такая полная жизни, вдохновляла всех, кто ее слышал. Она оставила незабываемый след в сердцах многих. А на прощание их мамы всегда любили завершающее напоминание о том, что настоящая семья — это не только заработать кровное родство, но и создать крепкие узы любви, которые будут передаваться из поколения в поколение. Вот такая удивительная история, полная тепла и любви, дорогие друзья. Если вам понравилось, поставьте лайк, а также подписывайтесь на наш канал, где вы найдете много интересного и вдохновляющего.